Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу уютную кухню. Сегодня мы готовим курицу с луком и гранатом. Сочная золотистая курица, под ней мягкий карамелизированный лук, а сверху рубиновые зерна граната. Ярко, сочно, аппетитно и по-настоящему празднично. И при этом минимум ингредиентов и совсем немного времени. Это именно тот рецепт, когда из самых простых продуктов получается блюдо, которое выглядит эффектно и на вкус просто восхитительно. Оно идеально подойдет и для семейного ужина, и для гостей. Теперь давайте посмотрим, что нам понадобится. Курица, лук, гранат, соль, черный перец, растительного оливкового масла и паприка. Начнем готовить. В сковороду наливаем растительное масло и хорошо его разогреваем. Масло должно быть горячим. Нам важно сразу получить красивую румяную корочку. Выкладываем курицу. Сегодня я использую куриные бедра без кости. Но вы вполне можете взять и куриную грудку, получится тоже очень вкусно. Обжариваем курицу на среднем огне до золотистого цвета с одной стороны. Когда корочка сформировалась, переворачиваем, солим и перчим по вкусу. Готовим до полной готовности. Курица должна быть сочной внутри и румяной снаружи. Готовую курицу временно снимаем со сковороды и даем ей немного отдохнуть. А сковороду ни в коем случае не моем, именно в ней остался весь вкус. Теперь займемся луком. Нарезаем его полукольцами, не слишком тонко, чтобы он сохранил текстуру, но при этом стал мягким и сладким. Выкладываем лук в ту же сковороду, где жарилась курица. Добавляем немного соли, черного перца и паприку. Перемешиваем и готовим до тех пор, пока лук не станет мягким, золотистым и ароматным. Он впитывает в себя все соки от курицы и станет настоящей вкусовой основой блюда. Когда лук готов, добавляем зерна граната. Аккуратно перемешиваем и даем им слегка прогреться. Гранат отдает легкую кислинку и сок, создавая очень интересный баланс вкусов. Теперь возвращаем курицу обратно в сковороду. Выкладываем ее поверх лука.
Добавляем еще немного граната сверху, накрываем крышкой и даем блюду потомиться на слабом огне несколько минут. Это время нужно, чтобы все ингредиенты объединились, а вкусы стали более глубокими и гармоничными. И вот посмотрите, какая красота! Золотистая курица, сочный лук, яркий гранат. В самом конце добавляем немного свежей зелени для контраста цвета и свежести. Это блюдо – настоящий пример того, как простота превращается в изысканность. Кисло-сладкий гранат идеально подчеркивает вкус курицы. Лук становится мягким и почти кремовым, а специи связывают все в одно целое. Такую курицу хочется есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Она прекрасно подойдет и с гарниром, и просто с хлебом, чтобы собрать соус до последней капли. Готовится быстро, выглядит эффективно и всегда производит впечатление. Обязательно попробуйте этот рецепт. Уверена, он станет одним из ваших любимых. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи в следующем видео. Пока-пока.